Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы будем вязать вот такую очаровательную салфетку. Я назвала ее Эльза. Мне очень понравилось это имя и решила назвать эту прекрасную салфетку таким именем Эльза. Так, эту салфетку я придумала сама. Не сказала бы, что ее очень просто вязать, но мы с вами все подробно разберем, ряд за рядом, столбик за столбиком. Здесь много интересных элементов. Листики вот такие рельефные, серединка интересная. Вот этот бортик мне очень нравится. Очень красиво получились лепесточки салфетки. Давайте, может быть, на этой лучше будет видно. Если вам нравится эта салфетка, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, все это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите рекламу. Мне это хорошее подспорье. Так, салфетка связана по моему описанию. Состоит из 32 рядов. Эти две салфетки я вязала из одинаковых ниток, пехорка ажурная, но сейчас я попозже вам расскажу про эти нитки. Но видите, размер получился разный. Эту вязала давно, наверное, уже год назад, все оно мне лежало в закромах, я никак не могла собраться, чтобы сделать видео мастер-класс по этой салфетке. Эту связала только что, вот сейчас мы с вами будем вязать ее. И видите, как размер отличается. Я даже не знаю, в связи с чем это связано. Вроде бы и крючок одинаковый. Но может быть, плотность вязания была другая. Может быть, я не так сильно растянула при блокировке. Наверное, я ее попробую, вот эту салфетку, переблокировать. Немножечко еще ее растянуть. Да, она, наверное, растянется. А может быть, со временем немножко сжалась. Так, размер вот этой салфетки, цвет марсала у меня получился 31 сантиметр. А вот этой салфеточки цвет горчица 34 сантиметра. Ну да, 3 сантиметра все-таки большая разница. Видите как? Ну, ничего страшного, она и так красивая. В Инстаграм, когда я выставляла фотографии этой салфетки, было много вопросов и просьбы поделиться схемой. Но, как я сказала, схемы нет. И вот сейчас готов этот видео мастер-класс. Для такой салфетки желательно взять нитки потолще и соответствующий крючок. Слишком тонкие нитки брать не нужно, потому что не будут проглядывать вот эти рельефные элементы, если нитки будут очень тонкие. Минимум надо, чтобы в 50 граммах было 280, можно 250 метров. Ну, 300 это, мне кажется, максимум. Но все равно берите свои любимые нитки, вооружайтесь крючками и давайте приступим. Вязать эту салфетку я буду из ниток пехорка ажурная. Возьму цвет 447 горчица. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок. В 50 граммах 280 метров. Крючок буду использовать 1,5 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика. И вяжем первый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. И в кольцо сразу обвязываем хвостик, провязываем 23 столбика с накидом. Итого у нас получится 24 столбика с накидом. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся.
Провязали 24 столбика с накидом и делаем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема в вершину начального столбика с накидом. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. Вокруг столбика, в котором мы делали соединение, заводим крючок, провязываем столбик без накида и еще 2 воздушные петли. Выполнили рельефный начальный столбик с накидом. Накид. Вокруг следующего столбика вяжем рельефный изнаночный столбик с накидом, заводим крючок сзади наперед вокруг следующего столбика и провязываем столбик с накидом. Накид. Вокруг следующего столбика вяжем лицевой, крючок заводим спереди назад, провязали. Теперь изнаночный столбик вокруг следующего, крючок заводим сзади наперед. Так чередуем рельефный лицевой, рельефный изнаночный столбики с накидом. Давайте провяжем этот круг до конца и встретимся. Провязали последний рельефный столбик изнаночный и теперь делаем соединительную петлю в вершину начального столбика. Вот так. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. Делаем соединительный столбик вокруг следующего рельефного изнаночного, заводим крючок сзади наперед, соединили, три воздушные петли, 1, 2, 3, арка. Пропускаем рельефный лицевой и вокруг следующего рельефного изнаночного провязываем рельефный изнаночный столбик без накида. Три воздушные, 1, 2, 3. Пропускаем лицевой вокруг изнаночного столбик без накида, рельефный изнаночный. 3 воздушные, пропускаем вокруг следующего рельефного изнаночного, провязываем столбик без накида, рельефный изнаночный. Вот такие арки из 3 воздушных петель. Давайте довяжем до конца ряда и встретимся. Провязали 11 арок, столбик без накида, рельефный изнаночный, и вместо последней 12 арки мы провяжем столбик с накидом. Итак, делаем накид и столбик провязываем вот в начало ряда, воздушную петлю подъема. Вот столбик с накидом. Вот такая арочка. Третий ряд у нас готов. Вяжем 4-й ряд. Воздушная петля подъема. В эту арку столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В следующую арку столбик без накида. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. В следующую арку из 3 воздушных петель столбик без накида. Так, вяжем по кругу. У нас здесь арки из 4 воздушных петель. Провязали последний столбик без накида. И вместо последней арки провязываем столбик с 2 накидами в начальный столбик без накида. Четвертый ряд у нас готов.
Вяжем 5 ряд, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом. В эту же арку провязываем еще 4 столбика с накидом, 1, 2, 3, 4. Итого у нас 5 столбиков с накидом. Далее 2 воздушные, 1, 2. В следующую арку столбик без накида. 2 воздушные, 1, 2. В следующую арку провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. 2 воздушные, столбик без накида в следующую арку, 2 воздушные, далее 5 столбиков с накидом в арочку. Так, вяжем по рисунку. Подошли к концу ряда, провязали последние 3 воздушные петли и делаем соединительный столбик в вершину начального столбика в 3-ю воздушную петлю подъема. Соединили. 5-й ряд у нас готов. Вяжем 6-й ряд. Делаем начальный рельефный лицевой столбик с накидом, заводим крючок под эти 3 воздушные петли подъема предыдущего ряда под начальный столбик. Провязали столбик без накида и еще 2 воздушные петли. Вот так. В следующий столбик вяжем столбик с накидом обыкновенный. В следующий, в средний, в 3-й, вот на этой группе из 5 столбиков провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2, 3. В следующий столбик 1 столбик с накидом. А вокруг следующего провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Провязали. Так. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, арка. Итак, сделали накид, вставляем крючок под столбик без накида и вытягиваем рабочую нить. Накид, еще раз вставляем крючок, подхватили ниточку, накид и последний 3-й раз. Подхватили рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Вот такой пышный столбик. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И теперь на следующих 5 столбиках также вяжем вокруг первого рельефный лицевой столбик с накидом, вокруг второго обыкновенный столбик, точнее в его вершину. В следующий, в средний 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. В следующий, в 4-й 1 столбик с накидом. И вокруг следующего, последнего, 5-го провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Провязали. 3 воздушные и снова пышный столбик вокруг столбика без накида.
Провязали. Пышный столбик готов. 3 воздушные, 1, 2, 3. И также вяжем такие лепесточки. Давайте провяжем самостоятельно и встретимся. Подошли к концу ряда. Провязали последнюю арку из 3 воздушных петель и делаем соединительный столбик в вершину начального столбика рельефного лицевого с накидом. Соединили. 6-й ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 7-й ряд. Делаем начальный рельефный столбик вокруг первого столбика. Столбик без накида. Так. 2 накида. И переходим к группе из 5 столбиков 5-го ряда. Первый пропускаем и вокруг второго столбика провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Давайте посмотрим повнимательнее. Вот у нас 5 столбиков. Если на этой группе посмотреть, вот 5 столбиков. И вокруг второго столбика провязываем. Далее пропускаем столбик без накида, столбик с накидом 6-го ряда, и в следующие 2 провязываем по столбику без накида. 1, 2. Снова делаем 2 накида и вокруг следующего среднего столбика 3-го на группе из 5 провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Теперь столбик без накида в тот же столбик, куда мы провязали последний столбик без накида, и в следующий. Снова делаем 2 накида и вяжем рельефный лицевой столбик с 2 накидами вокруг следующего 4-го столбика с накидом. Столбик 5-го ряда. Провязали. И теперь вокруг следующего рельефного лицевого столбика с накидом провязываем рельефный лицевой столбик без накида. Провязали. Так, переходим к арке из 3 воздушных петель и в нее провязываем 3 столбика без накида. Обвязываем арочку. 1, 2, 3. Пропускаем пышный столбик, переходим к следующей арке и также в нее провязываем 3 столбика без накида. Обвязали. Так, в следующий столбик вяжем рельефный лицевой без накида. Снова делаем 2 накида и провязываем столбик с 2 накидами рельефный лицевой вокруг второго столбика 5-го ряда. Пропускаем столбик с накидом 6-го ряда и в следующие 2 провязываем по столбику без накида. 2 накида, вокруг среднего провязываем столбик с 2 накидами. И в этот же столбик провязываем столбик без накида и в следующий. И снова делаем рельефный лицевой столбик с 2 накидами вокруг 4-го столбика с накидом 5-го ряда. Пропускаем столбик с накидом и вокруг последнего рельефного лицевого провязываем рельефный лицевой столбик без накида.
В следующие 2 арки провязываем по 3 столбика без накида, обвязываем арки. Все, вяжем до конца ряда. Обвязали последнюю арку, сделали 3 столбика без накида. И теперь соединительная петля в начальный рельефный столбик без накида. Соединили. 7 ряд у нас готов. Вяжем 8 ряд. 1 воздушная петля подъема, и в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по столбику без накида, и в рельефный, и в простой столбик, во все столбики по столбику без накида. Давайте обвяжем ряд самостоятельно и встретимся. Провязали последний столбик без накида и делаем соединительную петлю в начальный столбик без накида. 8 ряд у нас готов. Вяжем 9 ряд. Воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же столбик, и в следующие 3 столбика без накида провязываем по столбику без накида. Две воздушные, 1, 2, пропускаем столбик, и в следующие 7 провязываем по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали 2 воздушные, в следующие 7 столбиков по столбику без накида. 1, здесь у нас маленькая арочка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 воздушные, пропускаем столбик, и в следующие 7 снова вяжем по столбику без накида. Все, так вяжем по рисунку и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арку из 2 воздушных петель, и нам осталось сделать 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И теперь соединяем в начальный столбик без накида. 9 ряд у нас готов. Вяжем 10 ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик без накида, следующий, следующий, и в арку из 2 воздушных петель. 1 воздушная петля подъема и столбик без накида в эту же арку. Выполнили начальный столбик без накида. И теперь на 3 столбиках, вот рельефные лицевые столбики с 2 накидами 7 ряда, на них будем вязать сплит. Итак, делаем 2 накида. Вокруг первого столбика с 2 накидами провязываем столбик не до конца, рельефный лицевой с 2 накидами.
2 петли на крючке. Вокруг следующего столбика провязываем, сделали 1 накид, рельефный лицевой столбик с 1 накидом. Снова делаем 2 накида и вокруг следующего столбика с 2 накидами провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами не до конца. 4 петли на крючке, закрываем за 1 прием. Вот такой сплит. Первая ножка у нас столбик с 2 накидами, средняя с 1 накидом и последняя ножка столбик с 2 накидами. Сплит получился рельефный, лицевой также. И теперь в арку, куда мы провязывали начальный столбик без накида, делаем еще 1 столбик без накида. Так, теперь 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот такая длинная арка. И в следующую арку 2 столбика без накида. 1 и сюда же 2 столбик без накида в эту же арочку. Вот так. Снова 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Столбик без накида в следующую арку. И снова провязываем сложный сплит на 3 столбиках рельефных лицевых с 2 накидами. Давайте еще раз вместе провяжем. 2 накида, первую ножку вокруг первого столбика с 2 накидами, не до конца, накид 1 сделали, вторая ножка вокруг среднего, не до конца, 2 накида и третья ножка вокруг следующего столбика 7 ряда. 4 петли, закрываем. И столбик без накида в ту же арку. Все, далее идут 2 арки из 9 воздушных петель, между ними 2 столбика без накида в арочку. Все, так вяжем по рисунку. Провязали последнюю цепочку из 9 воздушных петель и делаем соединительный столбик в начальный столбик без накида. 10 ряд у нас готов. Вяжем 11 ряд, делаем соединительный столбик в сплит и в следующий столбик без накида. Так, столбик соединительный еще в арочку. Так, дошли до арки. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И в эту арку провязываем еще 9 столбиков с накидом. Итого получится 10 столбиков. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В следующую арку также провязываем 10 столбиков с накидом. Провязали. И теперь вокруг сплита провязываем рельефный столбик с 2 накидами. Сделали 2 накида, вставляем крючок
под сплит, под его вершину, и провязываем столбик с 2 накидами. Вот так. Теперь в следующие 2 арки также провязываем по 10 столбиков с накидом и вокруг сплита вяжем столбик с 2 накидами, рельефный лицевой. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Провязали последний рельефный столбик вокруг сплита и соединяем вершину начального столбика в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. 11 ряд у нас готов. Вяжем 12 ряд. Делаем изнаночный рельефный столбик вокруг этого же столбика, куда мы делали соединение. И еще 2 воздушные петли. 1, 2. Провязали начальный рельефный изнаночный столбик с накидом. Вокруг следующего столбика провязываем лицевой, крючок вводим спереди назад. Вокруг следующего изнаночный, крючок вводим сзади наперед. Так. Далее идет лицевой. И так чередуем изнаночный, лицевой рельефные столбики с накидом. Вяжем вокруг каждого столбика. А вот эти рельефные столбики с 2 накидами мы просто пропускаем. Здесь вяжем лицевой, переходим на следующий столбик с накидом и в него провязываем изнаночный. Все, вяжем по кругу, чередуем столбики лицевой, изнаночный. Встречаемся в конце ряда. Провязали последний лицевой столбик с накидом рельефный и делаем соединительную петлю в вершину начального столбика рельефного изнаночного. Вот так. 12 ряд у нас готов. Вяжем 13 ряд. Делаем изнаночный столбик без накида рельефный вокруг этого столбика. Заводим крючок сзади наперед, подхватываем нитку. Провязали начальный столбик. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем лицевой столбик и вокруг изнаночного следующего провязываем рельефный изнаночный столбик без накида. Три воздушные. 1, 2, 3. Пропускаем лицевой, вокруг изнаночного вяжем рельефный изнаночный столбик без накида. 3 воздушные. Итак, вяжем по кругу. Лицевые столбики мы все пропускаем, а в изнаночные столбики провязываем по рельефному изнаночному столбику без накида. Все арки у нас из 3 воздушных петель. Получится всего 60 арок. Давайте провяжем самостоятельно и встретимся. Подошли к концу ряда. Нам осталось провязать последнюю арку из 3 воздушных петель, и вместо нее мы делаем столбик с накидом в начальный столбик без накида. Формируем арку. 13 ряд у нас готов. Вяжем 14, 15 и 16 ряды. Они у нас вяжутся одинаково. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида в эту же арку, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, столбик без накида в следующую арку, 3 воздушные, столбик без накида в следующую арку,
3 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку. Так, подходим к концу ряда и вместо последней арки провязываем также столбик с 3 накидами. Это 14 ряд мы доделаем, и аналогично провязываем 15 и 16. Давайте сделаем эти 3 ряда самостоятельно и встретимся в конце 16 ряда. Итак, подошли к концу 16 ряда. Нам осталось провязать последнюю арку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. И делаем соединительный столбик в начальный столбик без накида. Все, 16 ряд у нас готов. Вяжем 17 ряд. Делаем соединительный столбик в арку в следующую. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. И сюда же провязываем 2 столбика с накидом еще. 1, 2. Провязали. Теперь в следующие 2 арки провязываем по 3 столбика с накидом. И в следующую арочку также 3 столбика с накидом. Две воздушные, столбик без накида в следующую арку, 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида в следующую арку, 2 воздушные, 1, 2. И теперь в следующие 3 арки провязываем по 3 столбика с накидом. Провязали 3 столбика, теперь в следующую арку 3 столбика с накидом. И в следующую, в третью арочку также провязываем 3 столбика с накидом. Так, 9 столбиков получилось. 2 воздушные, 1, 2, столбик без накида в следующую арку, 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующую арку, столбик без накида, 2 воздушные. Все, и далее идут снова в 3 арочки по 3 столбика с накидом. Так, вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арку из 2 воздушных и делаем соединительный столбик, вершину начального столбика с накидом в 3-ю воздушную петлю подъема. 17 ряд у нас готов. Вяжем 18 ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик с накидом и в следующий. 1 воздушная петля подъема и столбик без накида в этот же столбик. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Пропускаем 3 столбика и в следующий столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. Пропускаем арку из 2 воздушных и в арочку из 3 петель провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом в эту арку. Вот такая комбинация из 4 столбиков. Далее 2 воздушные, 3 воздушные, 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика с накидом и в следующий столбик без накида. 4 воздушные, 1, 2, 3,
4, пропускаем 3 столбика, в следующий столбик без накида 3 воздушные, 1, 2, 3, и в среднюю арку из 3 петель провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом в эту же арку. Три воздушные, 1, 2, 3, пропускаем 2 столбика с накидом и в третий вяжем столбик без накида, 4 воздушные, пропускаем 3 столбика, столбик без накида. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Провязали последние 3 воздушные петли и делаем соединительный столбик в начальный столбик без накида. 18 ряд у нас готов. Вяжем 19 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, это начальный столбик с накидом, и в эту арку провязываем еще 4 столбика с накидом, 1, 2, 3, 4. Итого 5 столбиков, считая начальный, 3 воздушные петли. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида в следующую арку из 3 воздушных, 3 воздушные, 1, 2, 3, и в следующую арку из 2 петель провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом в эту же арку из 2 воздушных. Такая ракушечка. 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида в следующую арку. Так. 3 воздушные, 1, 2, 3, и в следующую арку из 4 воздушных петель провязываем 5 столбиков с накидом. Провязали 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующую арку столбик без накида, 3 воздушные, и теперь снова вяжем ракушечку в арку из 2 воздушных петель. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Провязали последние 3 воздушные петли арку и делаем соединительную петлю в вершину начального столбика с накидом в 3 воздушную петлю подъема. Соединили. 19 ряд у нас готов. Вяжем 20 ряд. Делаем начальный рельефный лицевой столбик с накидом, вводим крючок спереди назад под первый столбик, куда делали соединение, провязываем столбик без накида и еще 2 воздушные петли. В следующий столбик с накидом обыкновенный. В следующий провязываем 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. В следующий 1 столбик с накидом,
И в следующий провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Вот такой лепесточек. 1 воздушная петля. Пропускаем 2 арки из 3 петель и в следующую арку из 2 воздушных, которая у нас на ракушке, провязываем 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом, второй, 2 воздушные петли, еще 2 столбика с накидом сюда же в эту арку, две воздушные и еще 2 столбика с накидом в эту же арку. Итого у нас в эту арку мы провязали 6 столбиков с накидом. 1 воздушная, пропускаем 2 арки, переходим к группе из 5 столбиков и также вяжем вокруг первого столбика рельефный лицевой столбик с накидом, в следующий столбик обыкновенный столбик с накидом, далее 3 столбика с накидом, 1, в этот же в средний столбик второй столбик с накидом и третий, в следующий столбик столбик с накидом и в последний 5 провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. 1 воздушная. И теперь в следующую ракушку снова провязываем 6 столбиков с накидом, и здесь у нас 2 арочки. Провязали 2 столбика, 2 воздушные петли, снова 2 столбика с накидом сюда же в эту арку, 2 воздушные и еще 5, 6. Одна воздушная петля, далее рельефный столбик. Все, продолжаем вязать по рисунку. Провязали последнюю воздушную петлю, арку, и делаем соединительный столбик в вершину начального столбика рельефного лицевого с накидом. Так, 20 ряд у нас готов. Вяжем 21 ряд. Делаем начальный рельефный лицевой столбик без накида вокруг этого же столбика, куда мы делали соединение. Так, делаем 2 накида. Смотрим, вот у нас группа из 5 столбиков 19 ряда. Первый пропускаем и вокруг второго провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Пропускаем столбик 20 ряда и в следующие 2 провязываем по столбику без накида. 1, 2, 2 накида. Провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами вокруг следующего столбика, среднего, третьего, на этой группе из 5 столбиков. И теперь столбик без накида в этот же столбик, куда провязывали последний столбик без накида, и в следующий. 2 накида, рельефный лицевой столбик с 2 накидами вокруг 4-го следующего столбика 19 ряда. Пропускаем столбик и вокруг следующего рельефного провязываем рельефный лицевой столбик без накида. Вот так. Потом все расправится. 1 воздушная петля,
Пропускаем арку из одной воздушной и в следующую арку из двух воздушных провязываем ракушку. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом в эту же арку. Три воздушные, 1, 2, 3. В следующую арку вяжем такую же ракушку, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом сюда же в эту арку. 1 воздушная петля. И снова вяжем такой лепесток. Вокруг первого столбика рельефного провязываем рельефный лицевой столбик без накида. Сделали 2 накида. Переходим к группе из 5 столбиков 19 ряда. Вокруг второго провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Пропускаем столбик. В следующие 2 вяжем по столбику без накида. Снова 2 накида. Вокруг третьего столбика провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Столбик без накида в этот же столбик. И в следующий. Этот лепесток у нас повторяет вот эти лепесточки в центре салфетки. Снова делаем 2 накида и провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами вокруг следующего 4-го столбика из этой группы из 5 столбиков 19 ряда. И теперь рельефный лицевой столбик без накида вокруг последнего рельефного лицевого столбика с накидом. Вот такой лепесток. 1 воздушная петля. Пропускаем арочку из одной воздушной и в следующую ракушку провязываем ракушку, потом 3 воздушные и снова ракушечка. Тут уже по рисунку все идет. Давайте провяжем самостоятельно по рисунку. Подошли к концу ряда, провязали последнюю ракушку, 1 воздушная петля арка и делаем соединительный столбик в первый столбик рельефный лицевой без накида, соединили. 21 ряд у нас готов.